Привет, друзья, привет, подписчики, привет, гости моего канала. Давно не снимал я видео про свой автомобиль Lada Vesta. В общем, настал повод снять очередной ролик на эту тему. Решил я, значит, улучшить свет на своем автомобиле. В принципе, свет на Lada Vesta достаточно хороший, что ближний, что дальний. Но противотуманные фары с лампочками по 19 Вт никуда не годятся, то есть отвратительно светят. Даже для подсветки обочин их не хватает. Многие об этом знают, поэтому кто-то меняет их на галогенки 55 Вт весом, где вместо поликарбоната впереди идет обыкновенное стекло. Я же, друзья, предполагал поставить светодиодную балку вперед, но что-то мне не понравился внешний вид автомобиля, и как-то я не знал, куда ее притулить. И остановился на варианте установки противотуманок с би-линзами. То есть вот такая вот противотуманка с фирмы Ronan или Ronan. То есть, ну, одна из самых популярных китайских противотуманок. Это аналог Hella. Она такая увесистая, интересная, 3-дюймовая линза. Вот такая вот. И имеется шторка для создания четкой светотеневой границы при включении ближнего света. Ну что, долго, в общем, затягивать не буду. Давайте перейдем непосредственно к установке. Покажу все в подробностях. Вот такой, значит, комплектик я, друзья, приобрел для этих целей. Как я и сказал, Ronan или Ronan, поправьте меня в комментариях, кто знает, как правильно. Это китайские би-линзы. По отзывам они себя зарекомендовали хорошо. Приходят они в таком комплектике. Вот такие вот провода-удлинители для питания шторки, соленоида шторки. Вот сама линза. Единственное, жалуются, что со временем от соли и от пескоструя вот эти вот хромированные ободки приходят в негодность. Ну не то, что в негодность, просто покрываются ржавчиной. Их замотовать возможно. Ну, в конце концов, можно и будет просто подкрашивать периодически. Ну, там у людей с пробегами в 100 тысяч это только проявляется. Поэтому посмотрим, как это будет у меня. Обращаю внимание, друзья, смотрите. Вот эти фары, которые идут уже с 2020 года, на Алике продаются уже с регулировкой по высоте. Это большой плюс. Потому что раньше они шли, не регулировались. Люди подкладывали сюда разные шайбы там. Как-то немножко корректировали высоту светового пучка. Такой вот комплекс ксеноновых ламп. Температура у него 4300. То есть по свечению он будет светить белым. В общем-то, как галогенка. Ну, как хорошая белая галогенка. Чтобы не сильно выделяться. Потому что уже ближе к синему 6000 и прочее светят хреновато на самом деле. Ксенон среднего ценового сегмента есть подешевле, есть подороже. По отзывам, то есть, как понял, соотношение цена-качество у этого комплекта оптимальное. То есть посмотрим, как он будет служить. Такие вот блоки балласта, так называемые блоки розжига. Подумаем, куда их лучше закрепить. Почитал, посмотрел, многие люди ставят противотуманки нештатные, ну, заменяют штатные противотуманки, не снимая бампера. Через лючок, там есть лючок для замены ламп. Ну, честно говоря, я не представляю, как это можно сделать качественно. То есть, наверное, все-таки проще снять бампер. Как снимать бампер, друзья, у меня есть отдельный ролик. Вот, переходите по этой подсказочке, если интересно. Там я монтировал сетку в решетку радиатора и подробно показывал, как снимать бампер, поэтому на этом моменте я заостряться не буду. Форм-фактор ламп в этих фарах H11. Соответственно, и здесь были взяты лампы H11. Вот так для сравнения, друзья, светит родная лампочка на 19 Вт. Вот как она смотрится у нас в своем месте. Так, ну что, вот бампер и снят. Напомню вам, однако, такие моменты при снятии бампера очень важные. То есть, когда вы бампер немножко отведете, сразу снимите разъемы со штатных противотуманок, если они у вас имеются. И разъем датчика температуры внешнего воздуха. Он находится вот здесь. Так, друзья, ну что, стал я пробовать сюда приладить вот этот вот комплектик ксенона. То есть, как он будет у нас здесь располагаться. И смотрю,
что вот эта вот фиговина, то есть разъем этот не подходит к вот этому разъему. Спасибо братьям китайцам, что они в комплект включают вот такой вот переходос. То есть вот с такого разъема на такой. То есть может и, конечно, во всех противотуманках идет. Но... Так, друзья, соберем сначала вот такую вот конструкцию буквально на коленке. То есть вот штатный провод у нас противотуманок через такой вот переходник, который в комплекте шел, подключается. Здесь блок розжига, ничего я не колхозил, все шло в комплекте с этим ксеноном. Здесь ксеноновая уже лампа непосредственно. Ее лучше руками не касаться, жировые пятна могут в будущем повредить вот это вот стекло, так как температура очень высокая. Так, ну давайте включим, попробуем противотуманки, посмотрим, работает ли эта система. Так, друзья, ну вот, включил я противотуманки, разжегся у нас ксенон, ё-моё. Вот это он светит, конечно. Настолько непривычно после штатных галогенок. Зарево. Ну, здесь, соответственно, разъем снят, понятное дело. Ну все работает. Теперь нужно это замострячить более культурно, красиво все подвесить, чтобы удобно было обслуживать и менять этот блок в случае необходимости. И дальше можно уже подключать саму противотуманку. Так, друзья, ну вот так я разместил здесь блок розжига. Там имеется 3 штатных винта, которые как бы держат вот эту распорку от брызговика до крыла. Да, вроде бы как. И один болт я открутил, расширил вот это штатное отверстие до 6 мм. И через проставыш в виде гайки замандячил сюда вот этот вот блок. В принципе, он доступен будет и сверху. Вот он здесь виден. То есть в случае необходимости можно будет снять аккумулятор и спокойно его демонтировать. Также постараюсь я закрепить вот эту вот детальку. Тоже сюда, возможно, стяжками прихвачу, чтобы это все было дело ремонтопригодное. Без снятия бампера можно было заменить блоки ксенона. Штатные туманки, друзья, здесь крепятся 2 винтами под Торкс 30. Обратите внимание, то есть экономия, да, на автовазе. 2 винта, вот достаточно. Здесь есть 2 отверстия, но винтов там нет. Лампа с завода стоит Osram, то есть в принципе хорошая лампа, но ее, в общем-то, марка H16. Как видите, да, 12 вольт, 19 ватт. Это очень мало. Так, друзья, примеряю я теперь линзу. Смотрите, в принципе, по отверстиям крепежным все подходит изумительно. Но такой момент. Вот эти винты упираются вот в эти пластиковые уши. Если видно. Вот в эти пластиковые уши, так как вот этот механизм регулировки по высоте, раньше его не было, и у людей они вставали вообще без проблем. Здесь вот эти уши пластиковые сейчас придется немножко подрезать, чтобы линза села в свое штатное место. К слову сказать, друзья, мешался здесь не только вот этот вот кусок, получается, как уши, а еще и сам кусок кронштейна. Подрезал я это очень легко, пластик податливый, режется достаточно хорошо ножом. Так, что? Разъем попал. Так. И линза, то есть противотуманная фара, встает на родное место без всяких проблем. Друзья, если, кстати, у вас возникнет вопрос по поводу ориентации лампы в бампере, естественно, вот так или вот так, то очень легко запомнить, как ориентировать эту лампу, естественно, шторкой вниз. То есть шторка должна быть снизу. Вот там видите, вот так вот видно металлическую шторку, которая управляется электромагнитом, то есть соленоидом, да? И она должна быть снизу. Тогда светотеневая будет
отсекаться сверху. Сверху будет четкая тень. Иначе вы будете слепить встречный поток. В принципе, фару поставили, лампу подключили. Бампер я так вот накинул, решил посмотреть, как это все смотрится. Вот такой свет у нас получается. Но на самом деле здесь не передать. Но я вас уверяю, что это дело смотрится намного ярче. И заметите, какая четкая СТГ, да, светотеневая граница. То есть слепить мы никого не будем. Это очень важно для меня. Само собой, бампер, видите, как еще висит. Все это дело смотрит вверх. То есть, когда я поставлю все на место, отрегулирую все должным образом в темное время суток. Теперь буду аналогичным образом собирать также правую сторону. Вот таким образом я здесь немножко колхозно, но тем не менее все держится. Здесь не к проводу, а к хомуту, к родному. Там такой клипса, которая держит все это дело. Я присобачил вот этот блочок. Вот это разъем с фары. Вот эта лопата небольшая. Смотрите, теперь нужно подключить вот эти вот проводки управления шторкой. То есть соленоид шторки подключается к плюсу и минусу дальнего света. Значит, распиновку я не нашел, поэтому при помощи мультиметра вызвонил провода дальнего света. Это оказались вот этот и вот этот контакт. То есть, если вы вот так втыкаете фишку в фару, то есть вот так вот фара, и вот так вот втыкается вот этот разъем. Соответственно, вот это сверху вниз вторые. Вот это и вот это плюс и минус дальнего света. То есть это левая фара, с правой аналогично. Вот эту штуковину теперь необходимо подключить к вот этим проводам. Соответственно, как вы это будете делать, распиновывать или зачищать, паять и потом изолировать, это дело каждого. Я припаяю и заизолирую. Полярность подключения вот этих проводов в данном случае не имеет значения. То есть соленоид будет работать и прямой, при обратной полярности. Так, друзья, накинул я бампер, поставил обе фары. Правая как будто немножко желтит, но возможно это разные доски на воротах. То есть я еще проверю на нейтрального цвета стене. Вот так вот это все дело выглядит. Вот если присесть, как она слепит. То есть, а когда находимся выше вот этой границы, то уже ничего не слепит. Так, проверяем, как работает у нас. Проверяем, как работает дальний свет. Вот таким образом. Соответственно, слышно даже, как механически срабатывает шторка. Она поднимается и светотеневая пропадает. Ну что, ребят, вот закрепил я основательно уже бампер, выгнал автомобиль на улицу, и вот таким образом все это дело смотрится уже установлено на автомобиль. Посмотрите, как низко мне приходится пригибаться, чтобы показать, как слепят линзы непосредственно. Ну и, конечно же, ночной тест. В нашем регионе белые ночи уже заканчиваются, но, однако, все равно ждать темноты пришлось до половины 12 ночи. Ну, конечно, наглядно видно, какая прибавка в свете. Вот сейчас работают только чисто противотуманки. Посмотрите, какая четкая светотеневая граница. Здесь я включаю дальний. В общем, выше всех ожиданий оказался свет. Это очень классная прибавка к ближнему свету. Просто супер. Вот включаю ближний. Сейчас чисто без противотуманок. Смотрите, светит выше, но я намеренно занизил ПТФ-ки, чтобы вообще исключить какую-либо возможность ослепить встречный поток транспорта. Сейчас, друзья, я выйду из автомобиля и с расстояния порядка 50 метров на уровне пояса посмотрю, слепит или не слепит этот свет. Видите, вот сейчас у меня камера на уровне пояса и никакой засветки нету.
Если ставлю камеру вот так вот сантиметров 30 от дороги, то видно, какое яркое пятно появляется, то есть ослепление происходит. Ну, в общем, как-то так получилось. Если понравился ролик, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю вам, как всегда, удачи на дорогах и пока-пока.